тот зимний день тайга была особенно суровой. Мороз сковал землю, воздух казался стеклянным, а снег скрипел под ногами так громко, будто сам лес предупреждал об опасности. Температура опустилась ниже 30 градусов, и даже опытные охотники старались не выходить далеко от жилья. Степан Петрович прожил в этих местах почти всю жизнь. Он был бывшим военным врачом, человеком строгим, молчаливым и выносливым. После смерти жены он поселился в старой лесной избушке, подальше от людей. Здесь он чинил технику, следил за лесом, помогал редким путникам и жил в согласии с природой. В тот день он отправился проверять старые фотоловушки. Уже на подходе к поляне он почувствовал запах крови. Снег был испачкан темными пятнами, а между деревьями лежали тела погибших животных. Следы говорили о жестокой схватке. Это было не обычное нападение хищников, а бессмысленная бойня. Осматривая место, Степан Петрович заметил под телом взрослой самки маленькое существо. Это был раненый детеныш. Он едва дышал, дрожал от холода и был покрыт кровью. Его лапа была сломана, а на шее виднелась глубокая рана. Старик понимал, что оставить его здесь значит обречь на верную смерть. Он также понимал, что забрать дикое животное – риск, опасность и большая ответственность. Но сомнения длились всего несколько секунд. Степан Петрович осторожно завернул детеныша в шарф, прижал к груди и поспешил к снегоходу. В пути началась метель. Ветер сбивал с ног, техника несколько раз глохла, а из леса доносились тревожные звуки. Однако старик сумел добраться до своей избушки. Внутри было тепло и тихо. Он обработал раны, зафиксировал сломанную лапу, дал лекарства и всю ночь не отходил от лежанки. Старые руки работали уверенно, как в молодости, на полевых операциях. Прошло несколько недель. Раненый окреп, начал вставать, осторожно передвигаться, а затем и бегать по двору. Между человеком и зверем возникла особая связь. Это не была дружба в человеческом понимании. Это было спокойное доверие, уважение и взаимная защита. Животное охраняло дом, предупреждало о чужих шагах, не отходило далеко. А Степан Петрович заботился о нем, делился едой, лечил и оберегал. Однажды весной в округе появились браконьеры. Они ставили капканы и стреляли по всему живому. В один из дней старик столкнулся с ними в лесу. Он был один, слабый и плохо вооруженный. Опасность была смертельной. В этот момент из чащи вышла стая. Несколько крупных хищников окружили людей плотным кольцом. Их присутствие было настолько мощным, что браконьеры не выдержали и бросились бежать, оставив оружие и снаряжение. Степан Петрович остался жив. Он понял, что это была благодарность. Благодарность за тот давний поступок в снегу. Прошло еще время. Спасенное животное выросло, стало сильным и самостоятельным. Все чаще оно уходило в лес, возвращалось реже. Старик понимал, пришел момент отпускать. Весной он отвез его к дальним скалам, где начинались дикие территории. Там они расстались. Без слов, без принуждения. Просто каждый пошел своей дорогой. Годы шли. Степан Петрович старел. Болезни давали о себе знать. Он все меньше выходил в лес и все чаще сидел у окна. Однажды зимой случилась беда. Над поселком нависла угроза схода лавины. Система оповещения вышла из строя. Нужно было вручную запустить сигнал на старой станции в горах. Никто не решался идти в такую погоду, кроме него. Старик сел на снегоход и отправился в пургу. Ветер сбивал с дороги, снег закрывал обзор, силы уходили. На подъеме техника перевернулась, и Степан Петрович оказался в ущелье с переломанной ногой и сильным переохлаждением. Он понимал, что помощи ждать неоткуда. Но ночью сквозь бурю появились тени. Сначала одна, потом несколько. Большие, сильные, уверенные. Они легли вокруг человека, закрывая его от ветра, согревая своими телами. До утра они не отходили. Когда утром спасатели добрались до ущелья, они нашли живого старика в окружении следов стаи. Рядом не было ни одного зверя, только вытоптанный снег и ощущение, что кто-то охранял его всю ночь. Степан Петрович выжил. Позже он часто вспоминал тот день, когда нашел умирающего детеныша в снегу. Тогда он просто поступил по совести, не ожидая награды. Но тайга помнила, и добро, отданное однажды, вернулось к нему тогда, когда было нужнее всего.